Делаем такой красивый браслет шамбала из бусин на кожаном шнуре. Для этого берем бусины диаметром 10 мм и кожаный шнур диаметром 1 мм. Первый отрезок ровно метр. Один конец закрепляем вертикально. Второй отрезок шнура 80 сантиметров. Складываем ровно вдвое и заводим под основную нить. Посередине придерживаем, левый конец вверх, правый вверх и под низ основной нити. Завязываем и переворачиваем узелок. Мы будем вязать квадратными узлами с изнанки. Под низ и вправо в образовавшееся колечко. Теперь левую нить под низ и правую в образовавшееся колечко. Затягиваем. Теперь справа под низ вверх, левую в образовавшееся колечко. Затягиваем. И так чередуем левый-право. В макраме этот узел называется квадратный узел. Делаем 7-10 узелков. В зависимости от дизайна браслета и от количества бусин, которые вы хотите использовать. Теперь рабочие нити у нас становятся основными, а основная рабочей. На рабочие нити мы нанизываем бусины и закрепляем. А основная нить, самая длинная, она у нас становится рабочей. Дальше мы будем вязать другим узлом, узел фриволите. Он состоит из двух узлов. Сначала нить идет поверх основной слева. Это первый узелок нашего узла. Затягиваем. Второй узелок идет нить под низ и в петлю. И смотрим. Если мы все сделали правильно, у нас получается как бы перекладинка впереди. Подвигаем справа бусину и завязываем второй узелок фриволите только на правой основной нити. Сначала кладем наверх и в колечко, и дальше мы кладем под низ и в колечко. Шнур длинный, поэтому получается немножко долго поначалу. Затягиваем, подвигаем левую бусину. Наверх и в колечко. Затянули. Теперь под низ и в колечко. Ничего сложного, и получается очень красиво. Вот впереди видна такая как бы перекладинка. Подвигаем бусину справа.
поверх нити и в колечко. Теперь под низ нити и в колечко. Так мы привязываем все наши бусины. У меня будет 8 бусин слева и 9 бусин справа. Доплели до конца, и теперь сразу же начинаем плести дальше, как мы плели в начале. То есть рабочая нить посередине, которой мы вязали фриволите, становится у нас снова основной. А две нити по краям, на которых были бусины, становятся рабочими обратно. Делаем такое точно количество узлов, как и в начале мы делали. На основную нить у нас ушел метр шнура. На рабочую нить у нас уходит 80 сантиметров. И на застежку пойдет 40 сантиметров. В конце завязываем 2 узла. Если не хочется этого делать, то можно просто подальше отрезать и сделать больше, как бы капельку зажигалкой. Сейчас отрежем и закрепим. Запаяем край. Полиэстеровый шнур оплавляется, и вот так вот придавливая, мы запаиваем край зажигалкой. Обрезаем второй конец и также само запаиваем. Теперь можно эти два узелка нагреть таким образом и прижать плоскогубцами. Единственное, чтобы не слишком. Теперь будем делать застежку. Сначала мы на наши концы шнура добавим по бусине и сделаем по узелку. Здесь желательно бусины, конечно, добавлять, потому что за них очень легко застегивать и расстегивать браслет. Имейте в виду, когда вы завязываете узелок, уменьшается длина шнура здесь. Кончик запаяли. С другой стороны точно так же. Можно завязать еще по одному узелку перед бусиной, чтобы ее зафиксировать. Ида Браннер – это ник нашей подписчицы, которая под одним из последних видео оставила первый свой комментарий. Ида теперь попадает в наше видео. Спасибо большое, Ида, за комментарии. Теперь делаем застежку. Сначала закрепляем вот таким образом. Берем отрезок шнура 40 сантиметров.
И делаем точно так же, как мы делали в начале плетения браслета. И под 2 основные в петлю. Затянули. Эта петелька у нас посередине. С двух сторон одинаковые отрезки шнура. Переворачиваем и начинаем плести застежку. Под 2 основные, теперь наверх и в кольцо. Под 2 основные теперь наверх и в кольцо. Чередуем право-лево, право-лево. И затягиваем. Красиво смотрится, когда застежка в 2 раза длиннее, чем вот эти вот 2 элемента в браслете. В конце завязываем 2 узелка. Можно сразу обжигать, обрезать и обжигать, а можно затянуть 2 узелка. Обрезаем и оплавляем зажигалкой. Можно придавить плоскогубцами. Это полиэстеровый шнур, синтетический, он отлично оплавляется и превращается в пластик. Вот таким образом браслет открывается. И вот таким образом этот браслет надеваем. Очень красиво получилось. Посеребренные бусины смотрятся очень хорошо. Вот такой красивый двойной браслет Шамбала из бусин на кожаном шнуре. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. В комментариях задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. До новых встреч, пока!